Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты, дорогие мои медоеды, кельты всех групп крови, всех, кто смотрит нас на Романенко Шортс, Юрий Романенко, мой основной канал, и канала Алексея Арестовича. Всех приветствую в эту предновогоднюю ночь, вечер. И я думаю, что этот эфир, возможно, последний эфир в уходящем году для нас с Арестовичем, хотя я не уверен, потому что мы, как медийные животные, можем еще парочку под елочку забабахать. Чтобы после этого эфира у вас все было хорошо, вы росли, развивались в следующем году, и мы вам с Алексеем в этом плане будем всячески помогать. Алексей, привет. Добрый вечер всем. Ну скажи пару приятных слов по самоощущению, как бы вот накануне заныривания в 25-й год. Что ты чувствуешь? Знаешь, что на душе? У меня самое позитивное ощущение. Я объясню почему. Что я вижу? Я вижу, как старый мир дает последний бой. Обострение вот всей этой шизофрении, на которую мы обычно показываем на наших эфирах, чтобы сейчас не вдаваться в подробности, власти, кого-то еще и так далее, и так далее. Мне кажется, вызвано у них вот это вот разрыв с реальностью и потери всего. То, что они чувствуют, что их время уходит по-настоящему. Это касается, прости господи, тех, кто называет себя гражданским обществом во многом, властью, там, какими-то лидерами и так далее. В общем, война взрастила, точнее, не очень много людей взрастили себя на войне. Каким образом специфически? Они быстренько попытались подхватить общественные лозунги, которые считались популярными. Вот. Люди, которые в быту разговаривают на русском, заговорили на украинском. Люди, которые в быту очень человечные, там, поют оды расчеловечиванию всех и всех через день и так далее. И вот эта вот война, она чем хороша? Мой дед говорил еще, смотри, на войне все становятся самими собой рано или поздно. Вот она проявляет все и вся. И количество людей, которые считались дилерами общественного мнения, влияли на умы и тогда продолжают даже влиять в какой-то степени, но которые уже остались в прошлом, потому что они не выдержали вот эту внутреннюю приверженность своим собственным реальным убеждениям, а побежали за общественным хайпом, за поимкой, либо просто деформировались под общественный хайп, под поимку, оно просто доставляет буквально. Среди них много наших хороших общих знакомых, среди них много тех, кого знают наши зрители. И я за этим наблюдаю с удовольствием не потому, что люди там попадали, да, а потому что вот, знаешь, в мире нет справедливости, но есть высшая справедливость. То есть сиюминутной справедливости нет, но зато на длинных дистанциях все проступает туда, как надо. И это только подготовительный период. В 25-м будет поярче, в 25-м оно все начнет становиться наглядным уже для всех. Но эти люди с обостренным чувством, которые сначала их заставило побежать, предавать свои ценности, идеалы, уже чувствуют, что их время уходит навсегда. Чего не понимают многие, вступающие в 25-й год? Ребята, через полгодика все, чем мы жили последние 3 года, все, кого мы считали актуальным и как мы считали актуальным, все то, на что мы ориентировались, все исчезнет. Мы окажемся или придется оказаться в совершенно ином мире, с совершенно другими ориентирами. И это прекрасно, потому что не только посыпется вся гниль, которая пыталась построить карточный домик на этой теме, но и, в принципе, мир будет очень динамичным, драйвовым, движовым. И это как бы... Это прекрасно. И это хорошо, да. Это прекрасно. И пахнет в воздухе, пахнет большими переменами. И перемены будут поздними. Да, и это касается не только Украины, это касается не только США, это касается всего мира, потому что шарик вошел в разбаланс, он долго к этому шел. И, собственно говоря, можно жалеть о потерянных годах, о потерянных десятилетиях. Вот эти вот стоны там постоянно, которые как бы вот оно было бы, если бы, как Стефан Цвейг писал, вот это вот, у него роман был посвященный, даже не роман, а как бы так, автобиографический об мире до 1914 года. Вот он вспоминал про эту утерянную Европу. А независимо от того, находишься ты в этом состоянии утраты, жалеешь ты о ней или нет, но жизнь все равно идет вперед. И вот я думаю, это то, что должно украинцев настроить на бой.
на бой внутренний прежде всего. Вот Хомяк сейчас в последнем эфире, я всем советую его посмотреть, он блестящий, как по мне, оказался. Он как раз говорил о том, что спрашивали, где черпать силу, вот где людям, которые потеряли надежду, или где взять надежду. И Хомяк сказал, что да, не гоняйтесь за надеждой, поймите, что вот нужно расстаться с надеждами, и тогда вы обретете внутреннюю силу, когда поймете, что ничего и никого нет в мире, кто за вас бы решил те задачи, которые стоят перед нами. И вот когда мы перестанем там перекладывать на Трампа, на, не знаю, там, на Зеленского, на Макрона, там, на кого-то еще, перестанем перекладывать вот эти вот надежды и ответственность, то Украина станет очень сильной, потому что это значит, что здесь появится совокупность сильных личностей, которые ни на что, ни на кого не надеются. Согласен? Да, я бы еще добавил. Добавил и продолжил. Смотрите, что получается. Получается, что очень многие люди оказались в темпоральном прогибе таком, то есть временном. Они позволили деформироваться там, своим убеждениям, своим ценностям, своей душе, своей картине на мир, просто потому что они сказали себе: ах, война же, да? Значит, можно сдвигать привычные установки, потому что война извиняет все. Война ничего не извиняет, друзья мои. Война все только усугубляет. Это один из главных уроков войны. И цена решениям, которые люди принимают по войне, война – это реальное испытание. Кто ты есть на самом деле. Она в 200 раз выше. То есть все думают как, что война списывает. Война не списывает. Война все, что мы делаем, усиливает на 200 и показывает, кто есть кто на самом деле. И что человек с твердыми убеждениями делает в жизни всегда? Все равно война, ковид, сочетание войны, ковида, прилеты инопланетян, планета покинула земную ось. У него есть какие-то представления, да, вот о мире, об этике, там, о морали. Он держится своей совести. Во все времена совесть лучший указатель. Но количество русскоязычных людей, которые вдруг стали отчаянными бандеровцами, там, да, просто да, и на 3 года, ребята, сейчас все же пойдет в обратную сторону. Уже пошло. И очень многим станет стыдно за то, что они прожили. Я надеюсь и желаю этим людям извлечь урок, что никакая война, даже в 10 раз более кратная, даже если вдруг когда-нибудь на Землю нападут инопланетяне, либо мы засыпем друг друга ядерным оружием, не является поводом прогибаться, как пел Макаревич, под этот мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Вот. И это главный урок, который следовало бы извлечь из этих событий. Что не надо нравиться никому, ни обществу, ни себе, там, никому, ни каким-то, ни временам. И вообще одно из самых жалких судеб – это прожить жизнь так, как предлагает эпоха. Вот это для очень слабых людей, которые могут казаться себе сильными, могут быть даже тузами, но на самом деле прожить жизнь тем путем, который предлагает эпоха, а не тем, который ты выбрал сам. Это доказательство слабости. И я просто вижу, какое огромное количество моих знакомых, друзей, там, приятелей. Друзей нет, приятелей, которые там просто людей, за которыми я наблюдаю. Я уже не говорю про пересечных громадян, с которыми я, к сожалению, не знаком. Решили, что война извиняет все. Что главным их уроком будет, что она ничего не извиняет. И вот тогда, когда все рухнет в очередной раз, послевоенное испытание будет ударом гораздо более сильным, чем война. Во-первых, многим придется осознать, сейчас же какая иллюзия еще существует, что старый мир, он где-то за спиной, к нему всегда можно вернуться, главное, чтобы перестали стрелять. Когда перестанут стрелять и будет мир, люди обнаружат, что нету старого мира нигде. Причем не только в Украине, но нет его в Америке, нет его там в любой точке земного шара. Его просто нет, он кончился навсегда. Второе, что есть какой-то новый мир. И третье, этот новый мир очень динамичный. Он будет требовать тотальной перемены способов жить каждые 1,5-2 года. Вот в такую фазу сейчас мир ходит. Теперь внимание, если каждые 1,5-2 года так меняться, как многие менялись за эти 3 по 15 раз, шатаясь вместе с общественным настроением, то как это, колебали, если вы когда-нибудь колебался, он только с линией партии. Вправо-влево, то человека разнесет на куски очень быстро, он не выдержит этого испытания, как не выдержали сегодня многие. Поэтому люди начнут искать настоящую опору. И вот здесь мы поддержим Хомяка. Первое. Настоящая свобода наступает, когда человеку больше нечего терять.
А терять ему нечего не в смысле материальных запасов, там разрушенного жилища, там разрушенной семьи, либо там брошенной страны и так далее, либо сломанной судьбы, а в том смысле, что он перестает цепляться за принады внешнего мира, так называемые. Например, за мнение толпы, за одобрямс ближайшего окружения, за соответствие, за поход строем вдоль мавзолея, да, вскидывая руку в приветствие, счастливо улыбаясь и так далее. Все то, что очень многие сделали, прогнувшись, ах, видите ли, война, под страшную войну. Поэтому в новом мире хорошо будет себя чувствовать те люди, которые потеряли, оставили старый позади, за кормой. Вот ровно как в Евангелии. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Все, там нечего уже делать в этом прошлом. Смысл прошлого в том, что его никогда уже не будет. Ни в каком варианте. И от очень многих людей потребуется еще раз переоценка. В 2025 году понадобится переоценка их ориентиров в жизни. И ориентироваться, друзья мои, нужно вот сюда и сюда. Потому что все, что за этим пределом, наносное, вся эта попытка попасть в общественную струю, слиться в общем экстазе, соответствовать мейнстриму, чему там еще, как бы, ну вот, ходить стройными рядами и быть одной командой, это вся история очень печальная. Все это, как времена это все, оно кажется, что длится вечно или навсегда, потом времена это очень быстро сносят, и вы остаетесь один, без реальной опоры на себя. Я всем желаю найти эту опору в этом году всем. Сергей Панча пишет: Арестович согласен, что не нужно перекладывать ответственность. Ответ да, а сам только делает всех виновными то народ, то Зеленский, то снова народ. Что ты скажешь таким комментаторам? Я делаю виновным. Ребята, вы слишком о себе много думаете, чтобы я делал вас виновными. Да? Это как это? Это вот наш извечный нарциссизм срабатывает. Я говорил всегда, что наша нация гипернарциссична. И вот каждый раз люди говорят: ага, Арестович переобувается. Арестович всех виноватит, Арестович всех критикует. Вы думаете, что вы занимаете такое большое место в моей жизни, что я вас занимал вами, ради вас переобувался, критиковал и вас виноватил? Я указываю на причинно-следственные связи, потому что это единственная настоящая власть на земле. А у меня есть недостаток. Я хочу, чтобы вы сами были себе властью, сами были себе субъектом, сами собой управляли. Почему? Потому что я эгоист. Я хочу, чтобы вокруг меня было как можно больше таких людей, как я, как Юра, как Олег Хомяк и многие наши знакомые друзья. Я не люблю нытиков и жертв. Я их терпеть не могу. И дураков. Поэтому я как нытикам, жертвам и дуракам показываю. Здесь вы не вы нытики, жертвы и дураки, а здесь вы ведете себя как нытики, жертвы и дураки. И по-хорошему, посмотрите, к чему оно вас приводит. Вы же не мне делаете хуже. У меня все хорошо. Вы себе делаете хуже. Вы стране делаете хуже, друзья. И я показываю, как сделать, почему это происходит, и как сделать так, чтобы было лучше. Не надо брать на себя слишком много. Не надо думать, уважаемый зритель, что вы так много значите, чтобы я вас виноватил. Вы значите очень много, но по-другому. Потому кем я вас вижу в потенциальном развитии в будущем. Я немножко занимался в своей жизни психологическими консультациями. Ну, так, в виде творчества поговорить. Лет 20. Так вот, я могу сказать, существует только один способ, если хотите назвать терапией, когда ты смотришь на человека и видишь лучшую версию его. Таким, как его задумал Господь Бог. Или Матушка Природа. Кому что. Так вот, я вас вижу такими, как вас задумал Господь Бог и Матушка Природа, и обращаюсь к вам таким. Потому что это единственный способ включить магнит, который тянет человека выше его самого, поднимает его, понимаете? Растит его над собой. И других способов не существует. Поэтому я обращаюсь к вам как взрослым. Я говорю с вами так, как говорю с Юрой, с Олегом Хомяком и с Датюком. Вот, например, там, с Баумейстером и так далее. Стараюсь говорить не приукрашивая, говорить как есть, особо не щадить, показывать, как это работает, как работают вещи, что реально творится за мишурой, за псевдореальностью, которую придумали и так далее. И речь идет не о вашей вине, а речь идет, смотрите, вот есть простые причинно-следственные. Когда вы думаете так, получается так. Вот это единственное, на что я указываю. А будет еще вот так, если вы так продолжите. А если взять другой курс, то будет вот так. И все сразу становится на свои места. Алексей, такой вопрос. Ты говоришь о том, что мир вошел вот в такую турбулентность, ну не только ты, в общем-то, и я, и мои гости, много кто об этом говорит, что мир вошел в радикальный слом существующего уклада, и ситуация стала динамичной.
И она будет такой еще, наверное, какой-то продолжительный период. Годы, там, может, Я 10. думаю, лет 15. Да, меньше. лет 10, 10-15 лет. да, 10-15 лет будет вот формирование нового миропорядка. А какой смысл в этих условиях быть консерватором или исповедовать идеологию консерватизма? Вот ты исповедуешь такую идеологию консерватизма там, да? Нет, или конечно. Нет, конечно. Точнее, я не исповедую в том смысле, в котором принято думать. Если консерватизм понимать как приверженность традиции, то это точно не про меня. Если консерватизм понимать так, как его принято понимать среди таких консерваторов настоящих, как приверженность вечным ценностям, то это про меня. Поэтому всякий раз надо уточнять, какой консерватизм имеется в виду. Вот мой подход к миру очень простой. Максимальный динамизм в изменениях, принятие всего нового, открытое всего нового, устремленность в будущее, новые технологии, новые веяния, эксперименты вперед, но ради вечных ценностей. То есть откуда пошла эта традиция? Это же апостолы Петр и Павел. Павел – это камень, это опора на традицию, на вечное и так далее. Петр – это вихрь. Вернее, наоборот. Петр – это камень, Павел – это вихрь изменений и так далее. Я, предпочитаю жить в балансе. Я очень люблю изменения, прямо тащусь от них, нахожу в них смысл жизни. Но все это ради вечных вещей. Вот я такой консерватор. Если угодно обозначить меня консерватором, то я про это. Угу. Вечные ценности в новых проявлениях. Вот это меня интересует. Поэтому я за космос, за искусственный интеллект, за АИ, за все эксперименты социальные, общественные, какие угодно. Но в основе должны быть вечные ценности. Давай перейдем к вопросу, который вчера значительную, скажем так, какую-то часть украинских наших сограждан свел с ума. Почти свел с ума. Вопрос того, что же произошло в Вашингтоне. Значит, почему предсказанное Гордоном перемирие, в общем-то, не произошло. И, в принципе, были ли вообще какие-либо предпосылки для того, чтобы говорить, что кто-то там что-то с кем-то встречался, что-то делал там, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте развеем мифы. Первое. Патрушев не может вести никаких переговоров внешне. Патрушев – это секретарь Совета национальной безопасности или Совета безопасности Российской Федерации. Он целиком отвечает за внутренние вопросы, связанные в первую очередь, с силовым блоком России. Переговорщики во внешнем мире там либо Путин, либо министр иностранных дел, либо первый замглавы администрации президента по внешним вопросам Дмитрий Козак, который принимал участие в нормандском формате, в Минском и так далее, и так далее. Так вот, никакие другие люди не ведут внешние отношения в Российской Федерации. Вечно рассказки, что Патрушев там наследник, он все решает. Молодой Патрушев там он вместо Путина, и Патрушев там управляет, дергает за ниточки. Это не так. Не так и настолько далеко не так, что люди даже не представляют себе насколько. Раз. Второе. Путин с Трампом не встречался, потому что это прямо запрещено американским законодательством, и такое предложение не могло последовать ни в каком варианте. То, что сейчас, если Трамп сейчас встретится с Путиным, будет двухсторонний контакт, либо с кем угодно, включая руководителя островов Науру и Нибиру, это будет квалифицироваться примерно как госизмена в Соединенных Штатах. Чтобы сейчас не вдаваться в юридические подробности, а все контакты, которые осуществляет новая администрация, в переходный период осуществляются в присутствии либо с ведома старой администрации. Поэтому невозможно сейчас никакие договоренности. Возможны встречи, например, на событиях, подобных открытию Нотр-Дам-де-Пари, но там было 60 действующих и бывших президентов. Они, конечно, приехали, они, конечно, разговаривали, но это не двусторонние встречи, и уж тем более не создание каких-то там консультаций, предварительное заключение соглашений. И второе. Третье. Люди, которые распространяют эти слухи, либо не знают, либо специально вводят в заблуждение наших зрителей, не понимая, как работает протокол и как реально работают эти вещи. Прежде чем два лидера встречаются, обычно идет многомесячная подготовка. Даже в самом ускоренном варианте это месяц-два, которая согласовывает 95% встречи. То есть, когда лидеры встречаются, 95%, 98% уже согласовано. Уже есть проект итогового документа. Они переподтверждают какие-то пункты, переуточняют. Возможно, есть 1-2 пункта, по которым есть несогласие, они решают это. Продолжить консультироваться, либо договариваться на месте, тоже уже с вариантами приезжают. Это да, но вообще любой итоговый документ и встреча готовы всегда на 95-98%, иначе они просто не будут съезжаться. О чем сейчас говорить Трампу и Путину, если Трамп еще месяц назад, вернее, 1,5 месяца назад победил всего лишь, хорошо, уже 2.
Они бы просто ничего не успели, даже если бы это было такое разрешение. Поэтому Трамп, как кандидат, очень многое себе позволял, но сейчас он уже он уже выбранный президент США, и он ведет себя крайне осторожно. И многие позиции, заявления, которые он сказал по внешним и внутренним вопросам, уже пересматриваются, уже это пресса отметила, уже есть соответствующее заявление. И он точно ничего не будет нарушать из порядка взаимодействия как бы новой выбранной администрации со всеми внешними игроками, тем более с Путиным. Поэтому любые серьезные переговоры с Путиным, даже любые серьезные консультации смогут начаться только с 20 января. Заметьте, Келлог, его представитель, 80-летний генерал, который спецпредставитель Трампа, уже назначенный по урегулированию, как они говорят, украинского кризиса, едет в январе в Киев, а про Москву ничего не анонсировано, потому что он права не имеет до 20 января всерьез заниматься этой темой. Ну и все эти измышления в отношении самолетов. Есть спецотряд России, который возит там государственных деятелей, дипломатов, силовиков российских и так далее. Летный отряд. Вот его самолеты, можете посмотреть в архивах Flight Radar, всегда прилетают в одно и то же время, улетают из Америки. Прилетают в Америку и улетают, увозя дипломатов, членов их семей. А к 14 числу января они всегда возвращают обратно на место работы. Это из года в год происходит, и нынешние полеты, они ровно такие же, ровно этого же касаются. Поэтому все попытки строить на этом конспирологию. А уж тем более заявления по типу «да, встречались, там, Патрушев был, с ним не договорились, Трамп понял, с кем он имеет дело, поэтому даст нам очень много оружия, и война продолжается», это все попытка деморализовать ту часть украинцев, и не только украинцев, которые хотят остановки войны. То есть это информационно-психологическая операция, я иначе не могу это квалифицировать, проведенная против собственного населения накануне Нового года. Кем проведенная? Ну, властью, конечно же. Мне тут в комментариях многие пишут, так Дмитрий Гордон не власть. Друзья мои, спикеры такого масштаба, а Дмитрий, как ни крути, спикер номер 1 в Украине, в публичном пространстве, не обремененный должностями, по охватам, по объемам, по влиянию и так далее, никогда не могут быть заявления такого рода, никогда не могут быть просто так, потому что ему так захотелось. То есть ты хочешь сказать, что это была спецоперация? Однозначно, это спецоперация против той части украинского населения, которая голосует за мир и хочет мира в ближайшее время. А это значительная часть соотечественников. Даже по официальным опросам это больше 30%. А по-хорошему может быть и больше. Просто против них провели информационно-психологическую спецоперацию, что, между прочим, прямо запрещено законом Украины, психологическое воздействие на собственное население. Видно, телемарафона не хватает, поэтому решили добавить тяжеловесов, да еще на Новый год влупить, что вот-вот должно быть, как Трамп разочаровался, и теперь, конечно, настраивайтесь на долгую войну. А в реальности с точностью да наоборот, судя по всем заявлениям Трампа, гласным, и которые таксисты пересказывают, там есть очень жесткий настрой с 20 января заняться Украино-российской войной, как они говорят, конфликтом, используя все доступные президенту США, или почти все, способы и средства. Очень жестко он настроен прекратить эту войну. Поэтому рассказки, что они разочаровались в позиции Москвы и будут нам давать много вооружений, а война будет продолжаться, ребята, это настолько далеко от действительности, что уже на преступление смахивает информационное для меня лично, а не просто там на неудачную новогоднюю шутку или обычное информационное передергивание. Это спецоперация против партии мира, которая есть в Украине. Все очень просто. Скажи, пожалуйста, вопрос такой. Видишь ли ты вероятность, что в 2025 году не будет мира? Ну, то есть вот сейчас идут всякие прогнозы, как бы там, да, и что мир исключен в 2025 году, или перемирие там в том или ином формате. Вот в твоем понимании, 25 год, это будет год, когда, ну, собственно говоря, вот как один из моих знакомых блогеров написал, что если в 2024 году мы все учились принимать реальность такой, какой она есть, то 2025 год должен стать годом, когда мы начнем с реальностью работать. И что вот приведение к реальности, оно в принципе закончится перемирием, ну, на 100%. То есть вот вероятность перемирия в твоем понимании, как 100% или не 100%? Ну, я могу сказать так, что первое, плохо учились, потому что масса, по крайней мере, говорящих голов, блогеры, я не знаю, кого ты имеешь в виду, но вот очень много лидеров общественного мнения, они как раз продолжают топить печку, которая давно уже уплыла в противоположном направлении, по течению. Что вот, значит, мы будем бороться, победим, развал Российской Федерации, весь этот трэш и бред, который не сдадимся и прочее, который, как бы, ну, понятно для чего существует, с подачи кого он существует. Все той же власти.
Кульминацией чего стало вот это уважаемого Дмитрия Ильича, да, то, что он исполнил на Новый год. Теперь, как бы, что касается, там очень далеко еще до принятия реальности. Принятие реальности будет, когда все заговорят то, о чем мы говорим с тобой больше года уже, начиная с нашего корейского варианта, помнишь, который мы взялись обсуждать? Вот это я поверю, что люди начали принимать реальность. А покуда это до сих пор клеймится, просто хладнокровное рассмотрение возможных вариантов, клеймится как страшная зрада, это не принятие реальности. Это все та же и очень скучная, мелкая идеологическая борьба, которая характерна украинской общественной и политической жизни, к сожалению. Что касается перемирия, Трамп сделает все, чтобы перемирие наступило. У него огромные возможности, огромные рычаги. Вопрос, да, Россия готова, Америка готова, готовы все, кроме нас. Те действия, которые мы предпринимаем сегодня против нефтепровода «Дружба», удары по российской территории в глубину и так далее, и так далее. Вы смотрите, я приведу вам метафору. Очень многие говорят, так это же война, надо бить, это способствует России, переговорам с Россией, чтобы Россия двигалась в переговорную позицию. Но представьте себе, что вы ссорились с соседом 5 лет. И доходило до заливаний взаимных, специальных, там, не знаю, подкладывания гнилых яиц, там, драках в подъезде, все прочее, прочее. Ссорилась ваша жена, дети. Наконец-то вы решили помириться. Папа Римский взялся посредником, или вы одумались, совесть, там, луч с неба упал, и вы решили помириться. Вы садитесь за новогодний стол и решаете, что вот с 0 часов у вас полный мир. А сейчас без 20, сейчас 23, например, 41, еще ж 19 минут войны, и вы начинаете херачить его тарелкой с бутербродами по голове, заливать, зашивать шампанское, да, и запихивать, да, и мордой в киевский торт. И вам говорят, простите секунду, случившийся здесь же Папа Римский, который взялся вас помирить, или ангел с небес говорит, а зачем вы это делаете? Через 19 минут же мир. Все же уже договорились. И вы говорите, подождите, так война же продолжается. Я ему помогаю создать более качественную переговорную позицию. Он же дурак, он же не понимает, что ему нужна хорошая переговорная позиция. Поэтому, да, нужно залить ему шампанское за шиворот и выбить зубы бутылкой. Да, еще пописать его розочкой, понимаете. Да, вот он будет тогда более сговорчивый. Вот скажите, вы всерьез об этом сейчас говорите? Защитники точки зрения, что когда мы лупим по России вдоль и поперек, перед тем, как вот уже 20 дней, там сколько до инаугурации, когда нас начнут так отчаянно мирить, мы делаем хорошо для этих переговоров. Леш, Или да, напомнить вам заявление прессы, что в июне еще договорились с Россией, что не будут наносить глубокие удары, и почему-то 67 дней никто по нам не бил. 67 дней. Но мы за это время успели впереться в Курскую область, немножко пострелять в глубину, потом удивляемся, а что по нам прилетает? Как же так? Подумайте на эту тему, как так? Что война могла бы начаться не с подъема максимальной эскалации секунды, а с деэскалации постепенно, начиная с прекращения ударов в глубину территории по ключевым объектам. Я уже не говорю, что будет, если нефть перестанет идти к нашим ближайшим союзникам или партнерам Чехии и Польши, а именно туда несет свои широкие воды нефтепровод «Дружба». Ну, поэтому мне все это... Леш, ну смотри, параллельно же россияне, они тоже усиливают давление там на Покровском направлении, там, ну, по всему периметру, там они под Запорожьем там они давят там, и так далее. То есть они же пытаются... Разные вещи. Смотри, Разные. я в твоей логике вот просто пытаюсь двигаться. Когда ты говоришь, что за 19 минут до перемирия там, вот мы там усиливаем давление, так они тоже усиливают давление, потому что для них это возможность зафиксировать некий статус-кво, более выгодный для них, там попытаться забрать то же самое Покровск там, или что-то в таком ключе. Это очень разные вещи. Удары по стратегической инфраструктуре, от которой зависит благополучие многих стран Евросоюза, в данном случае нефтепровод «Дружба». Это же задевается не только интересы России, это интересы наших ближайших партнеров, Польши, Чехии и так далее. Те, кто питается с этого нефтепровода. У них возникают реальные экономические проблемы. В связи, если нефть остановится, реально, как у Фица сейчас с газом, например, и так далее. Поэтому как бы это надо, насколько продумано, насколько это уведомлены наши партнеры, та же Польша и Чехия, которые больше за нас, особенно Чехия, чем сами за себя. Я не убежден, скажем так мягко, что их даже предупредили о том, что послезавтра они могут остаться без нефти под Новый год, да, что это одностороннее, либо двух-трехстороннее решение там, с нашими большими союзниками там, или партнерами и так далее. А вот таких всяких Чехии и Польшу даже не предупредили наши великие стратеги. А во-вторых, что такое движение на земле? Линия размежевания, по которой становится прекратиться огонь, это самая подвижная вещь в мире. Сегодня или завтра те или иные решения. Мы ушли из-под Курска, они ушли из-под Покровска, мы вернули себе шахту.
как бы и так далее, и так далее. Это все очень динамичные вещи. А влупить нефтепровод, который создавался и стоит десятки миллиардов долларов, создавался не один год могучей машиной Советского Союза, и который восстанавливать потом неизвестно как, это совсем другая цена вопроса, чья будет посадка возле Покровска, наша, их или в серой зоне, или мы обратно отдадим. Поэтому это несопоставимые вещи, это как подрыв северных потоков. Авдеевку можно разрушить, Авдеевку можно отдать обратно, Авдеевку можно даже заново выстроить. А вот северные потоки, это сломали хребет немецкой экономики. И разворачивают Германию и Европу совершенно в особое направление, которое далеко, скажем так, не очевидно, что нам понравится с вами. Особенно тем, кто принимал решение об этом. Почему для Украины плохо более пристегнутая к Америке Германия, чем Германия, которая имеет хребет экономические как бы взаимосвязи с Россией? Германия не спешит пристегиваться к Америке. В Германии сильные и у правых, и у левых очень сильны и сильнее. Все сильнее антиамериканские настроения. Вот я был в Германии не далее, как 3 дня назад. Общался там с приличными людьми. Значит, у них же выборы 23 февраля. У них очень сильно поднимаются на антиамериканских лозунгах, на независимость от Америки, на выхода. Немцы называют Германию не независимой страной, зависимой страной. Причем это и левая, и правая. АДГ и наша Сара любимая. Так вот, как бы там происходят многие неоднозначные процессы и у левых, и у правых Германии и вообще Европы. Я к чему хочу сказать, что вот за этим залихватским эмоциональным, а давайте разрушим им все, поломаем все вещи, убьем солдат противника, существуют 2 вещи. Первое. Это, мягко говоря, противоречит Венской и Копенгагенской дипломатической конвенции, которую ратифицировала Украина, и где прямо сказано, как и Россия, что когда стороны сходятся в переговоры, либо ведут переговоры, нельзя предпринимать действия, противоречащие предмету переговоров, то есть установлению чего, и самим фактам переговоров, заключению перемирия. Пусть даже при посредниках, пусть даже через двойной ультиматум, но мы же сами, наша власть декларирует, что 25-й год должен стать годом мира. Россию приглашают на 2-й саммит мира. И тут же выливают им за шиворот там шампанское и бьют тарелкой с оливье по голове. Вот скажите, это логичное действие или нелогичное? Я к нашим зрителям обращаюсь. Это первое. Второе. Наши залихватские действия не учитывают реальных настроений в США и Европе. В Соединенных Штатах пришла администрация, большинство членов которых очень специфически относятся к украинскому вопросу. Это мягко сказано. Очень мягко сказано. Очень специфически относятся к европейскому вопросу. В Европе свои тенденции, право разворота, одновременно поднимаются левые, растут крайние тенденции. Парламент вполне может быть получить немецкий хороший Бундестаг, хорошую долю крайних партий, крайне левых и крайне правых, которые тоже, мягко говоря, к украинскому вопросу относятся очень неоднозначно. Что мы делаем? Мы начинаем раскачивать эту лодку еще больше. У нас нет стратегического расчета. Мы всегда видим часть циферблата, но не хотим видеть весь циферблат целиком и последствия, стоящие за циферблатом. В этом проблема. У нас очень низкий уровень государственного планирования стратегического. Он больше похож на скороспелые, непродуманные и очень эмоциональные решения. Это по самой мягкой оценке. А по самой крупной оценке моя оценка такова, моя гипотеза такова, что мы отчаянно и старательно срываем возможное перемирие. Не мы, а наша власть, опираясь на некоторую часть общества. Что декларируется одно, что 25-й должен стать годом мира, в обращении говорится, что украинцы пусть 25-й будет миром и так далее, и так далее. А на деле все делается наоборот, нашими стратегиями, чтобы никакого мира не наступило. И как можно дольше. Вот как это квалифицировать и как это понимать. Смотри, многие наши зрители там и наши сограждане, вот как Елена Кистрица написала, что жителям Днепра, я вот точную формулировку приведу, нас такое не убедит. Любой человек в Днепре поставит выше сохранность Покровска перед нефтепроводом «Дружба». Там, да? Правильно, потому что жители Днепра, или, по крайней мере, Елена Кистрица, которая за них расписывается, у них как раз со слабостью стратегического мышления. А когда Польша и Чехия начнут ставить свои интересы выше, чем интересы Украины, потом по той простой причине, или, скажем так, их двусторонние отношения с Россией выше, чем их двусторонние отношения с Россией, или еще с Украиной, или еще веселее, их двусторонние отношения с Россией выше, чем российско-украинские отношения, в форме войны они происходят или в форме мира, вам, как жителям Днепра, станет от этого легче, как вы думаете, и всем остальным жителям?
То есть, проще говоря, ты говоришь, что конфигурация, которая складывается в Европе в контексте европейского кризиса и в связи с приходом новой американской администрации, где, допустим, такие фигуры, как Илон Маск, поддерживают ту же самую АФД и уже открыто говорит, что ее спонсирует, складывается таким образом. И, кстати, вопрос, почему спонсирует? Потому что, очевидно, если АФД победит, то Единая Европа и проект Европейского Союза, он может, ну, если не потерпеть крах, то будет более серьезно ослаблен. И, очевидно, в этом есть какая-то логика, выгодная Вашингтону, что с такой более ослабленной Европой можно будет манипулировать. Или что? Что? Смотрите, что происходит сейчас в Европе и между США и Европой, чего у нас никто не знает, но я спешу сообщить. Первое. Евросоюз ждет принципиальная трансформация. 25-26 год станут годами, мы не узнаем Евросоюз. Он будет совсем другим, фактически сложенный по другим принципам и будет исходить из других принципов строительства. Они поставили стратегическую задачу обретения субъектности, начиная с введения поста Еврокомиссара по безопасности, читайте, министра обороны ЕС. Европейская армия, они очень четко сообразили, эта война их научила, что ты можешь быть сколь угодно богатым и обладать какой угодно мягкой силой, освещенной столетиями, тысячелетиями, но без вооруженных сил это не работает. Потому что приходит Ваня с трехлинейкой в лаптях, и на этом вся твоя мягкая сила заканчивается навсегда. Все твои химические заводы, вся твоя могучая промышленность, производящая аэробус и запускающая спутники на Марс, просто заканчивается. Поэтому они сейчас будут изо всех сил создавать серьезный силовой фактор в Европе, то есть в опору на собственные силы. И это не потому, что Трамп их хочет кинуть. Наоборот, между Трампом и Европой завязывается еще более тесное отношение. Соединенные Штаты сейчас предложат новый формат, который усиливает американо-европейские отношения. Просто от Европы требуется сделать соответствующий шаг, и там полно людей, которые готовы это сделать, причем среди принимающих решений, как на уровне евробюрократии, так и на уровне национальных правительств. Поэтому будет две вещи. Евросоюз преобразуется и станет более сильным во всех отношениях, более жестким, принципиальным. И второе, отношения между Штатом и Евросоюзом будут только усугубляться. А западный мир как бы сосредотачивается и готов кидать вызов глобальному югу. Они вполне осознали это как угрозу и действуют совместно. Поэтому здесь нас ждут приятные новости. Неприятные новости заключаются в том, что Украина квалифицируется обеими сторонами как непредсказуемый партнер. А самая неприятная новость заключается в том, что они считают, что Путин абсолютно предсказуемый рациональный политик. Они прямо говорят в частных беседах, прямо, прямее некуда, ну это можно сказать только в частных беседах, хотя на странице прессы это тоже проскальзывает, что Украина максимально непредсказуема, а Путин максимально предсказуемый в этой истории. И вот такие наши изыски, как удары по дружбе, они только подтверждают это мнение. Как вы думаете, кого выберут насквозь рациональные европейцы и американцы? Предсказуемых партнеров или непредсказуемых партнеров? Визави, в конце концов. Сейчас количество людей, представителей от Европы, которые заезжают в гости к Путину и пытаются договориться, зашкаливающее. Официальные и неофициальные визиты. После саммита в Казани открылся БРИКСа. Когда поняли, что никакой изоляции нет и можно, открылись краны, и туда поехало такое количество европейцев, что вы даже себе не представляете. И если бы вы знали, какое реальное место они отводят Украине в этой игре, вы бы ахнули и не поверили. Мы живем, смотрите, что нужно понять. Украинцы живут, особенно в Украине, в информационном пузыре. Он абсолютно не соответствует тому, что реально происходит. Абсолютно. Они не видят со стороны, куда катится Украина и какое ей место в этой жизни рисуют. И наши ближайшие партнеры, европейцы и американцы. Это очень опасная тенденция, потому что есть тенденция начать пренебрегать местом и ролью Украины. И даже самые лучшие наши друзья сегодня говорят об Украине как о серой зоне в лучшем случае, о буферном государстве. В первую очередь, благодаря ее непредсказуемости, неуправляемости и коррупционности, они говорят, что с Украиной нельзя играть в одной команде. Вот что говорится. Смотри, просто когда ты говоришь о том, что Путин там предсказуемый и для рациональных европейцев, там, и для рациональных людей Запада, но Путин вот сейчас совсем непредсказуемо получил оплеуху в Сирии и вывалился оттуда, и у них валится все логистическое плечо, и вообще вся вот эта дуга их африканской политики, политики на Ближнем Востоке, то, что делало их, придавало им дополнительную субъектность в противостоянии с Западом, да, как они там себе ее рисовали. И, они не могут это не видеть, не могут не ощущать последствий, тем более, что
Мы видим, как сейчас усугубляется кризис в Иране, который может закончиться падением режима Аятол, потому что они там сейчас мечутся и китайцам едут, пытаются заручиться их поддержкой, поскольку глубина кризиса такова, что страна оказалась без света, поскольку Иран, который является вторым по залежам газа в мире, не может обеспечить свои газовые электростанции своим же газом. И вот, в общем-то, это тоже тот контекст, который рациональному Западу очень хорошо известен, который они очень хорошо понимают. И мы сейчас видим, как все, кто могут, куют железо, не отходя от кассы. Ну, например, Израиль там с Саудовской Аравией пытаются очень быстренько, я не говорю про Эрдогана, очень быстренько создать новую архитектуру Ближнего Востока, где их интересы, ну, существенно будут усилены. И, ну, и, соответственно, в этом контексте, когда ты показываешь Путина как человека, который побеждает в этой как бы схватке, то, ну, с точки зрения долговременных последствий и даже то, что мы видим на текущий момент, оно как раз совсем не очевидно. Даже ты, который по качеству обработки, скорости и качеству обработки информации на 3 головы выше любого нашего слушателя, даже ты невольно сказал «побеждает». Я же нигде не сказал, что Путин побеждает. Я сказал, Путин предсказуем для них. Это раз. А что касается Украины, вот ты сам говоришь, все выстраивают архитектуру вокруг существующих тем и создают темы. Так вот, мы в опасности в том, что нас признали неспособными к созданию архитектуры. Никакой визит Сибиги ничего не исправляет. Туда, понимаете, да? И участие украинских операторов дронов, про которые нам рассказывает западная пресса, там, да, в борьбе, да, в наступлении на Дамаск. Это все детский сад, 6-я ясельная группа. У нас принципиально непредсказуемая политика вообще. Мы не выполняем обещаний, которые мы реально даем в столицах европейских. Более того, ну что ходить в тайные сферы и ссылаться на таксистов, когда у нас вот прямо наглядно. 1, 2, 3 Минск не выполнен, Парижский саммит, решение Парижского саммита 9 декабря не выполнено, решение Стамбульского саммита не выполнено. 4 крупнейших договора, определяющих, да, или протокола, определяющих безопасность во всей Европе, Украина взяла на себя обязательства и 4 раза подряд не выполнила. О чем мы говорим? Вот даже если брать внешнюю сторону, сейчас воспоминания Меркель почитать, вот я сейчас читаю, очень много чего там интересного, сопоставляю со своими записями, вот, как бы, да, и выстраиваю хронологию. Поэтому, народ, мы в Украине не понимают, что реально про нас думают на Западе и во всем мире. Мы очень сильно потеряли за 24 год в весе и в реноме, скажем так, в репутации. Про воинов света, которые отразили, о нас говорят там страшного врага, о нас говорят исключительно в прошлом, даже самые наши эти самые поклонники. А в целом государство, социосистема, власть признаются как неспособная к включению ни в какую командную игру, ни в какую архитектуру. Поэтому нас сдвигают в зону серой зоны буферного государства. Это то, что в раскладах между новым Евросоюзом, Россией, США и глобальным югом вместо Украины это серая зона в их планах. Это показано многочисленным моделированием их специалистов, которое ни за день, ни за два состоялось. Это огромный колоссальный труд, который проводится там, месяцами, годами и так далее. И они на этом строят свою реальную политику, потому что за всем этим стоят железные расчеты и железная причинно-следственная связь. И нам надо исходить из этого. Почему? Потому что Запад злодеи? Нет. Потому что мы показали себя как неадекватно. В этом проблема. А то, что Путин проигрывает, так идет схватка глобального юга и глобального запада. Там будут и победы, и поражения, как в любой новой холодной войне, или там кластерной войне, войне кластеров. Будут самые неожиданные союзы, будут самые неожиданные победы, самые неожиданные поражения. Про Путина поняли главное, что он в апреле 22-го, в марте он был абсолютным изгоем и висевшим на волоске дядей, против которого выписывали, как это в Гааге выписывали орден на арест, как международном военном преступнике. А через 2 года за счет того, что он уперся и включили знаменитую российскую длинную волю, они проводят саммит в БРИКС, и все за них, и лидеры 60 государств. И такого по масштабу престижности международного форума не собирал никто за последние десяточек лет, плюс-минус. Поэтому... Ну это ж фасад, это ж фасад, но тоже я здесь с тобой не соглашусь в том плане, потому что, это фасад, потому что там были четко видны как бы и противоречия, и, например, те же саудиты не приехали, Бен Салман не приехал, потому что уже было очевидно, точнее говоря, позже стало очевидно, что они делают все-таки ставку на союз с американцами, этот союз углубляется как бы там, и окончание, скажем так, вот этой вот войны Израиля с Хамас и падение режима Башара Асада как раз показывает, что в
принципе, они в этой логике как бы ну, справедливы, потому что они понимают, куда все Хорошо, двигается. давай просто смоделируем. Вот смотри, не будем сейчас даже говорить о противоречиях, которые существуют внутри Евросоюза, НАТО, там, например, между США и Европой, часто между Британией, Европой и прочим. Противоречия это есть между всеми всегда, и причем часто очень глубокие. А мы не только там на Ближнем Востоке, где они соревнуются, а, например, в самой, что ни на есть, самой Европе. Но отмоделируем ситуацию. Через 5 лет Запад разгромил глобальный юг и победил полностью, даже в деталях, даже в нюансах. Все признали поражение и сказали, что Запад прекрасен, силен, и ого, сколько еще пороховницах, и следующее тысячелетие, опять тысячелетие Запада. Где место России, как ты думаешь, в этой истории для Запада? Ну, вместо России подчиненная в этой как бы архитектуре. То есть Да, она, на стороне Запада или на стороне глобального юга, как они видят Россию? ну, для них важно, чтобы Россия была как бы в их архитектуре. Конечно, Включена, поэтому, да, чтобы она была включена в том или ином качестве, как бы там, да, вот. в их архитектуру. И Путин это прекрасно понимает. И он им последовательно демонстрирует вменяемость как партнера. Он говорит, вы меня обидели, у меня есть там собственные границы, которые я не дам вам перейти, готов для этого применять вооруженную силу, создавать угрозу перманентной войны. И вообще у нас сложные созависимые отношения. Но все-таки мы часть Запада. Смотри, но одно дело то, что Путин там, возможно, это говорит, там посылает какие-то сигналы, но другое дело то, что он делал реально с той же самой Меркель и Си Цзиньпинем, и фактически они поставили, ну вот просто на тонкую грань, как бы, способность Штатов сохранить ту позицию ведущую, которая у них была, потому что они почти создали вот этот континентальный блок, который англосаксы всегда боялись и до сегодняшнего момента опасаются там, да, и в этом плане, ну, в общем-то, нет ничего, чтобы указывало, что Путин ресентимент, который у него вот проявляется постоянно и в заявлениях, и на уровне практических действий относительно Запада, что он этот ресентимент взял и выкинул куда-то в трэш-корзину. Нет? Разреши, я процитирую тебе одного крупного европейского чиновника, буквально. Он сказал следующее, что с 24 февраля 2022 года Путин выполнил все обещания, которые нам дал. Вы не выполнили ни одного. Конец цитаты. Ну и что? Ну все. Ты бы стал иметь дело с человеком, который по ключевым вопросам 2,5 года раздает обещания и не выполняет ни одного? Так он нас не рассматривает как субъекта. Для него мы просто как бы вот заноза, которая мешает ему достичь того да. В этом же кто он? Путин или чиновник этот европейский? Проблема в том, что европейский чиновник нас не рассматривает как этого самого, как субъекта. Хрен с ним, с Путиным. Дело же не в Путине. Не, смотри, так дело в нас самих, смотри, в наших партнерских качествах. Они совершенно неудовлетворительны. И за 24 год они нас сместили в зону, которая хуже. Роль, которая нам по моделированию отводилась в 23-м будущем, была намного более престижной для нас. Смотри, вот когда... Речь шла о проекте «Стена». Сегодня там «Ночной дозор». Сегодня речь идет по итогам моделирования итога 2024 года, речь идет о проекте «Ходор». Угу. Смотри, в общем-то, в подтверждение твоих слов, я не знаю, ты читал эту статью или нет, на Foreign Affairs, которая была, Самуэль Чарп, который аналитик Rand Corporation, он как раз там и говорил в одной из частей, что Украину необходимо выводить из состояния вот неадекватности и приводить в состояние реалистичности тех возможностей, которые складываются на текущий момент, и что для этого необходим постоянный перманентный диалог, коммуникация, там, по-моему, даже одна из глав так и называлась, о диалоге. И, собственно, этот диалог нужен для того, чтобы привести завышенные ожидания администрации в Киеве, ну, так он вот как бы расписывал, к той реальности, в которой на сегодняшний момент находятся все, и Штаты, и Европа, и Россия с Китаем, и так далее. Мы с ним очень хорошо приятельствуем, мы как раз переписывались. Да, вижу. Тему да. Так вот, мы очень хорошо знакомы, часто разговариваем и так далее. Он в очень мягкой форме дал понять в этой статье, что мы не вполне адекватны. Он не может себе позволить, как человек очень высокого личного воспитания и очень работающий старший сотрудник Rand Corporation, он очень дальновидный, очень тщательно подбирает слова, но даже он указал на опасный крен, который мы... Но это даже не крен, на опасное сбитие с курса, которое взяла наша администрация.
Понимаешь, вот о чем я говорю. Не надо воспринимать это, я к зрителям нашим обращаюсь, как обвинение всей Украины. Там, да, нет, Украина очень разная, и далеко не вся Украина представлена во власти, даже в парламенте. И это колоссальная наша проблема. Но как бы тот курс, который проводит Украина при нынешней администрации, оно, видите, даже самые деликатные люди, а Шарп очень деликатный человек, он вынужден, ну, как ты процитировал, говорить о том, что надо бы нам как-то прийти к адекватности. Народ, проблема, мне очень не хочется говорить это под Новый год, и совсем не такая задумка была у нас с тобой на передачу, но раз уже туда пошло, значит кому-то в небе это надо. Наша роль за 2024 год нашими партнерами была пересмотрена в сторону понижения. А то, что мы делаем, продолжает усиливать эту тенденцию. Вот месседж, который я хочу сказать. И дело вовсе не в Путине. Не было бы Путина, все равно от этого нашей адекватности не стало бы больше. Дело в нас. Наоборот, вся эта война показала возросшую субъектность Украины и украинских президентов. Потому что, посмотрите, как мы заходили в воронку войны, как мы ведем войну и как мы из нее выходим, даже для Трампа и для такой машины, как Трамп, даже для Америки, даже для Европы, все равно последнее слово в их переговорах там, или попытках что-то сделать на евразийском континенте или с нашей войной, это слово украинского президента, которое, вне зависимости от фамилии, который оказывается суперсубъектен. Ни Порошенко они не смогли до конца доломать, не обойти, ни Зеленского не могут до конца. Поэтому это, с одной стороны, нам комплимент, а с другой стороны, возлагает на нас еще большую ответственность, намного более большую. Мы куда более посмотрите, два очень простых месседжа. Мы намного более субъектны даже перед лицом таких гигантов, как Соединенные Штаты, Евросоюз и Россия, чем мы привыкли о себе думать. Но мы же, как эти суперсубъекты, абсолютно не соответствуем своей субъектности, а ведем игру на понижение в силу неадекватности нашей картины мира, понимания того, что происходит, и политики, которую мы проводим. Вот два главных рельса, по которым мы прокатились в 2024 году. И надо радикально менять нашу политику в 2025. Ну, она станет возможной после проведения выборов, конечно, соответствующих. До этого ничего не будет. Будет только все хуже. Поэтому мы стоим перед развилкой, перед которой мы скатываемся все ниже и ниже. Буферная зона, серая зона. Я не знаю, что там дальше, какой там следующий этап. Выжженная земля или пустая территория. Или партнер, который взялся за ум, сумел пересмотреть реальное положение вещей, так и прийти к этой реальности и начать так и работать с этой реальности, о чем мы с тобой неуклонно призываем который год подряд уже. И всех нас, и зрителей, и так далее, и так далее. В этом проблема. И потенциал Украины таков, и украинцев, и об этом все говорят, что если бы мы начали проявлять адекватность, то очень многие вопросы не стали бы решаться, в принципе, без нас в Восточной Европе, да и в Европе. И второе, мы бы получили место за том самым столом, где принимаются стратегические решения. Место, соответствующее нашему потенциалу, место, соответствующее цене, которую мы заплатили. А пока ни того, ни другого. И я это говорю не для того, чтобы мы там посыпали голову пеплом, да, и ушли на Новый год с плохим настроением, а чтобы мы понимали, что мы не дотягиваем, мы не равны сами себе, мы не дотягиваем до своего потенциала. Принято говорить, что мы разрушены, что мы несчастны. Ага, здрасте. На 25 миллиардов, 26 миллиардов мы прямо сейчас готовы вырабатывать продукции ВПК. Это у нас государство догрузить не может, вырабатывается всего на 5-6 миллиардов. Это при постоянном отсутствии света и постоянных ударах с воздуха. А представьте в мирной Украине, какие мы можем производить объемы этого, хотя бы вооружения. А это ключевой вопрос номер один в современном мире, где вооруженная сила опять стала средством политики. Открытым. У нас даже в нашем абсолютно разваленном состоянии гигантский потенциал. До сих пор есть серьезный промышленный потенциал. У нас огромный экономический потенциал, агро, человеческий капитал. Несмотря на все разрушение и посыпание голым пеплом, мы фактор. И все удивляются не тому, что мы балбесы, а тому, что такой серьезный фактор ведет себя как балбес. Это впечатление, знаете, вот ощущение, вот когда снимают такие фильмы, когда 16-летний подросток оказался там в теле 35-летнего мужчины. Есть несколько таких комедий американских. Вот, или там с родителями поменялись местами, и вот он ведет у себя в офисе там, со своей там, женщиной, которой тоже 32, ведет себя как 16-летний мальчишка. Все поражаются, что происходит. Где же был адекватный взрослый человек. Вот такое отношение к Украине сейчас. В этом проблема. В этом проблема. Мы не дотягиваем до самих себя, даже в нынешнем состоянии. А в потенциале так вообще. Леш, смотри, давай не будем повторяться, потому что ты, в принципе, уже тезис понятен. Вот скажи, какой оптимальный сценарий ты видишь для Украины? Вот что
Что Украина реально может сделать, чтобы выйти в оптимальный сценарий? Вот что такое оптимальный сценарий и что Украина может выйти для того, чтобы в него выйти? В Все твоем, очень просто. в твоем Здесь понимании. здесь никакой загадки нет. Прекращение огня, проведение выборов, выборы в Верховную Раду на местном уровне и президента. Там надо голосовать за людей, которые не были бенефициарами этой войны, я бы сказал так. Потому что, грубо говоря, смотрите, у нас был Порошенко с его армовой верой. Абсолютно лицемерный проект, предназначен для... У нас Зеленский, который пришел к отрицанию мира, Звук там, что-то у тебя со звуком. Звук куда-то, не? раз, 4-5, нет? О, все, вот вернулся теперь, да. У нас Зеленский приходит как отрицание живой армавира, за это люди голосуют, и он становится армавиром 2, даже хуже, чем Порошенко. Теперь у нас есть два варианта. Либо мы голосуем за армию Мовавира 3 в том или ином варианте. Признаку этого проекта у любого, таких предложений на политическом рынке очень много, будет очень простой. Они будут насупя брови и кричать про продовжение боротьбы с одвічним ворогом. Потому что они либо не в состоянии осознать, что эта война целиком рационально сконструированный процесс со всех сторон, кроме нашей. Либо осознают, но продают нам, торгуют нам, да, одвічну боль, одвічный резентимент, одвічный стан жертвы и так далее, и так далее. Либо второе предложение – это все тот же поликультурный, широкий так называемый украинский проект, который позволит в полной мере либерализовать внутреннюю политику по максимуму, потому что нам нужно освобождение всего, от экономики до культуры, максимальной. Только на этих условиях человеческий потенциал будет использован по максимуму, мы сможем начать выигрывать гонку. Или хотя бы попытаться участвовать в этой гонке. И максимально сбалансирована внешняя политика. По примеру Азербайджана, например, который очень четко осознает и защищает свои государственные интересы на основе реального учета факторов, строго спланированной программы. И при этом, что посмотрите, как они достоинства свои защищают в столкновении с Россией, прямом сейчас, да, по поводу самолета сбитого. И при этом остается государством, которое что? Ведет многовекторную политику, взаимовыгодную и выгодную прежде всего для себя. Вот это наша история. Из таких проектов, к сожалению или к счастью, кто предлагает такой проект? Только мы с тобой. Больше никто. А у нас 6-7 кандидатов вот туда, в армию Мовавира 3, продолжение борьбы, которая ни к чему не приведет, а только прикончит Украину, причем не руками России, а собственными руками. А Россия будет только подбирать поломавшиеся. Или проект, который позволит Украине существовать не в виде 9 западных областей, отсеченных от моря, или 5, или 3, как в будущее однозначно приводит Армавир, а в виде того государства, в котором мы привыкли жить и которое занимает место соответствующее на карте и в европейской истории. Большого, серьезного государства с серьезным потенциалом, которое можно развивать. Такое государство может быть только государством новой индустриализации, городской среды, развития науки и культуры, новой технологической революции и сбалансированным перекрестком Европы, который эксплуатирует свои качества между Западом и Югом, между двумя геополитическими плитами или кластерами, которые разлом. Вот наше реальное место. Поэтому выбор очень простой. Мы либо будем буферной зоной, а туда все борцы туда вот нас ведут в эту буферную зону по парагвайскому варианту. Либо от нас потребуется такой уровень и сложность политики, такая готовность играть по-новому, обыгрывая всех, проявляя инициативу раньше, чем успевают даже наши самые преданные партнеры проявить, типа американцев и европейцев, что из таких я знаю только, простите, вашего покорного слугу, и тебя, и всю нашу команду. Поэтому мой лозунг очень простой. Вы хотите, чтобы Украина стала окончательно серой зоной, а она становится быстрее, чем вам кажется. Это голосуйте за всех борцов. Хотите, чтобы мы получили шанс сыграть по-крупному, голосуйте за нас. Ну смотри, сейчас еще нет политического процесса, и политического процесса не будет до того момента, пока не появится ясность с перемирием. И это, это очевидно. И она появится быстрее, чем нам кажется все. Дай гордоновский, в духе Гордона, какие-то временные рамки. Есть понимание? С 20 января нас начнут берить по полной. Это будет гораздо сложнее, чем кажется Трампу, когда он говорил, что за 24 часа, но шансы на перемирие и организацию политического процесса есть. Я объясню одну причину. Не потому, что Америка будет стараться. Потому что Россия согласна на момент заключения мирного соглашения по сумме причин, от экономических до геополитических, но подписывать никакое мирное соглашение с Зеленским она не будет. Она это многократно сказала. Значит, главным условием для России
после прекращения огня. Вообще главным условием прекращения огня для России является проведение выборов в Украине. Они неоднократно это заявляли, крайний раз 3 дня назад. Что нам все это нужно, чтобы провели, ну, они не прямо говорят, косвенно, чтобы провести выборы, потому что мы не будем говорить с Зеленским, не будем ничего подписывать. Максимум это прекращение огня. Поэтому это условие со стороны даже нашего противника реального, с которым мы воюем на поле боя, это проведение выборов в Украине, потому что им нужна остановка войны хотя бы на короткий срок, нужно создание новой системы безопасности, гарантии безопасности для России и всякое такое прочее, но препятствием является нынешняя украинская администрация, и с ней они говорить не будут. Поэтому они заинтересованы в выборах больше, чем кто. Отсюда существует консенсус. На Западе существует консенсус, что нам нужны выборы. Потому что приводят, в пример уже Южный Вьетнам нам приводят в переговорах с украинскими чиновниками, говорят, там была катастрофическая ситуация, но в Южном Вьетнаме выборы проводились. Что вы все отсылаетесь на это военное время. Во всех демократических странах проводятся выборы в военное время, даже во время страшной войны, где речь идет о существовании государства, как в Южном Вьетнаме. Потому что и там проводились. Потому что демократия – это и есть выборы, сменяемость политического процесса. А если этого нет или персоналей, то это уже кто угодно, но не демократия. Война войной, но и меру надо знать. Вы решите, кто вы, они нас спрашивают. Вернее, они нам предлагают. И даже у нашего противника есть запрос на проведение выборов. Поэтому существует 2 консенсуса больших по Украине. И как-то они, я так думаю, уговорят нас на проведение этих самых выборов. А дальше все очень просто. Или. Народ, если вы по какой-то мудрости проголосуйте за армию Мова Вера 3, вот можно тушить свет и уезжать, уже ничего не будет. В течение 5 лет это государство прекратит существование в том виде, в котором оно существует. А может быть и гораздо быстрее. Леша, вопрос такой вот из зрительского зала, и это вопрос на логику, потому что ты, в принципе, к ней постоянно апеллируешь, и вот он такого характера. Джон спрашивает: Алексей пинает нас за чувство вины и позицию жертвы, это ужасно. И тут же оправдывает все действия Путина тем, что он считает себя одураченным, обиженным, и потому делает все вот правильно. То есть нет ли противоречия логического? Это ужасно смешно. Вот смотрите, вот как бьется украинская мысль в коробочке и не может выйти из ее пределы. Народ, кто вам сказал, что я оправдываю действия Путина? Вот хоть раз прозвучало из моих своих слов, действия Путина оправданы или еще как-то. Я вам изъясняю картину мира, в которой мыслит Путин и его окружение, и логику, в которой он действует. Я считаю эту логику порочной и неоднократно об этом говорил. Я считаю эту картину мира искаженной, неоднократно говорил. Но он в рамках своей картины предельно рационален, в рамках этой искаженной картины. Смотрите, а его идеи давно уже стали материальной силой, двигающей международную политику и нашей, потому что он готов применять ради этих своих идей и ради этой логики вооруженную силу против нас и против блока НАТО. И они не могут не учитывать. Его логика очень простая. Он считает, что его обманули, что НАТО 5 раз расширялось на восток. Он понял, что гарантии, которые дает Запад, они гарантиями являются только на срок каденции этих лидеров, которые давали. А потом приходит оппозиция, либо продолжатели дела, и все равно отменяют политику, говорят, это не мы обещали. И он использует войну как фактор перманентной угрозы, потому что его логика очень простая. Его 20 лет взаимодействия с Западом убедили, что только перманентная угроза является единственной силой, фактором, способным заставить Запад перманентно выполнять свои обещания в области безопасности и взаимодействия, вне зависимости от смены политических поколений на Западе. Железная логика. Мы с вами так не считаем. Леша, мы подожди, считаем, что... стоп. Секунду, здесь я просто для того, чтобы расшить вот то, что ты говоришь, Хомяк где-то вот в последнем эфире, который перед тобой был, вот эту логику на протяжении, как мыслят маньяки, как мыслят моль, как Путина называют здесь, и он ее расшил с точки зрения психологии на протяжении там где-то минут 15-20, поэтому вот все, кто хочет лучше понять, как работает эта логика, о том, что, о чем говорит Алексей, вот просто посмотрите этот кусок, потому что вы тогда вот будете привязываться не к тому, что Арестович там сказал что-то, что якобы там оправдывает Путина, а в том, как оно реально работает, и тем самым то, как западные элиты соотносятся с этим пониманием, и поэтому выстраивают логику своих действий, исходя из того, что маньяк там, условно говоря, вот он такой, да, вот у него есть дубинка, и он ее использует. Все. Вот об этом. Как говорит мой папа Алексей, твоя проблема в том, что ты слишком умный.
Он говорит, понимаешь, с народом надо говорить немного, это не нужно говорить. Я понимаю, как надо говорить с нашим народом. Надо говорить, вот что позволяют говорить про себя украинцы. Они говорят, да, у нас, они позволяют сказать, что да, наиболее умный из них. Ресентимент, жертва и так далее, чувство вины. Но ведь у Путина тоже ресентимент. Но ведь у Путина еще большее чувство вины. У него еще больше позиция жертвы и так далее, и так далее. И вот это надо все время оговаривать. Мне это напоминает разговоры с моим 8-летним сыном, но он уже перерос. В 6 лет с ним надо было так разговаривать, или 4-летним. Он говорит, Саша, вот ты здесь сделал ошибку. Он говорит, но ведь там Ника, его сестра, она ведь тоже ошиблась. И каждое обращение к Саше надо заканчивать, что не он один плохой. Ребята, вам 6 лет или хотя бы 16? Я же с вами разговариваю как со взрослыми людьми. Видимо, и в этом моя главная ошибка. Притом, где? На канале у медоедов. Где, казалось бы, зрители – это публика, которая будет сильно продвинутее все, в целом по больнице, чем это остальное. Ну, даже вы такие. Вот это и называется непредсказуемость Украины, потому что на любую серьезную попытку построить причинно-следственные связи и реальную стратегию, исходя из них, украинцы отвечают непредсказуемой обидой. Они говорят, как же так? А ведь Путин еще хуже. Почему вы так с нами? Вам объясняют по Сунь-Цзы. Сунь-Цзы сказал, если ты знаешь себя и противника, ты выиграешь в 100% случаев. Если знаешь только себя, не знаешь противника, ты будешь 50% выигрывать, 50% проигрывать. Если не знаешь ни себя, ни противника, ты будешь проигрывать в 100% случаев. Вот мы ровно в этой ситуации. Мы ни себя не знаем, не хотим знать. Обижаемся, когда пытаемся анализировать, что с нами реально происходит. Ведь это, когда мы говорим, я говорю про ресентимент, про позицию жертвы, это не эмоциональное выражение, как у вас, а это попытка, схему поймите, по какой действует система приводящих мотивов в украинском коллективном бессознательном, в украинском обществе и в политике. Она нас привела к войне, она нас привела к тому, что мы начинали в 1991 году с потенциалом больше, чем Турция. А сегодня называют Турцию, Турцию Украиной, которой удалось, понимаете, да? Мы именем нарицательным стали по сравнению с турками, спустили все в унитаз. Сегодня спускаем в унитаз. Наше место в стратегическом планировании на Западе поменяли с ночного дозора на серую буферную зону, на одичалых. А мы все продолжаем, и эта тенденция усугубляется, а мы все продолжаем обижаться, что нам что-то не так сказал Сакран Арестович. Народ, окститесь. Я с вами как со взрослыми разговариваю. Как со взрослыми людьми. Вот так обстоят дела, пациент, у вас рак 4 степени, и вам нужно опомниться, сменить образ жизни и делать вот это, иначе вы сдохнете просто. Понимаете, пациент, вы сдохнете. Или вам сказки рассказывать. Вы что, 6-летний ребенок, болеющий раком? Вас надо обнять и «Волшебник изумрудного города» начитывать? Так я и это делаю. Понимаете, да? Чтобы вам стало полегче на Новый год, и оливье легче заскакивал в горло. О чем мы говорим? Юра, это не тебе, это тем, кто возражает. Но я говорю как со взрослыми людьми, как 50-летний дядя с 35-летними хотя бы дядями и тетями. Опомнитесь, речь идет о вашем будущем ваших детей, об этой самой украинской культуре и всем остальном, которого не будет ничего, если так продолжится, не будет в течение 5 лет. Какое оправдание Путина? Что вы несете? Я вам рассказываю, надо знать своего противника. Он исходит из таких позиций, действует так, и наши партнеры относятся к нему эдак. А мы вот так вот действуем. И в этом треугольнике мы занимаем такое место, которое гораздо больше того, что мы реально про себя думаем, реально себе позволяем. И как мы не дорабатываем даже с нашим слабеньким потенциалом, не дорабатываем даже на то место, которое мы реально сейчас занимаем. И с каждым днем все это хуже. О чем вы говорите, народ? Давайте я превращусь в Арестовича образца 22 года. Хотите вот сейчас, секунду? Мановение пальцев. Дорогие друзья, кровавая Российская Федерация, пользуясь историческим ресентиментом и желая завоевать всю Украину, хочет завоевать Киево-Печерскую лавру, растоптать истинный проект Руси. Это уродливое искажение, раковая опухоль, которая является первичным искажением идеи Руси, и они пришли, чтобы нас полностью уничтожить, но мы никогда не сдадимся, не сломаемся, будем мужественно стоять, и не сегодня-завтра отобьем Покровск, и война закончится через 2-3 недели. Это говорю я, Алексей Арестович, смотрите мне внимательно в глаза и снова верьте. Сильно вам это помогло? Сильно все поменяло? Лучше настроение стало на Новый год? Или как? Я вот тебя слушаю, я поймал себя на мысли, что не попробовать ли тебе, возможно, мы сделаем этот совместный эфир, разъяснить ситуацию сквозь призму «Волшебника изумрудного города». То есть взять сюжетные линии книги, наложить ее, ну если это возможно, на существующую реальность. Книжка. Боюсь, что эта передача сведется к одной. Давай запишем. На рождение где-то вот сейчас, после новогодние праздники. Смотри, потому идея что... там очень простая. Смотрите, мы 3 друзей, у которых есть смелость, есть сердце, есть мозги. Но мы в это не верим. Лев был смелый с самого начала.
Страшила был мудрый с самого начала. Дровосек был самым чувствительным и сентиментальным человеком с самого начала. Но они не верили. Им нужна была символическая привязка, и они получили от великого обманщика. Так вот, очень многие хотели бы, и что мне простить не могут, что я был добрым Гудвином в начале 22 году, а потом перестал быть добрым Гудвином, понимаете, и стал говорить, что, ребята, время обмана закончилось, вы уже не шестилетняя девочка из Канзаса, и с вами надо говорить по-взрослому. Все хотят снова, чтобы Гудвин обманул. Побудьте снова великим, как это, волшебным обманщиком, но дайте мозгов, дайте сердца и дайте смелости. А зачем? Вы не в состоянии осознать, что это все отруби, шелковая тряпица, набитая опилками, да, и валерьянка, замешанная в золотом блюде, шипящая с лимонадом. Что без этого нельзя сделать самостоятельного усилия и приобрести себя, как и начать пользоваться мозгами, сердцем и смелостью, которые и так у нас есть, и которые все в нас видят, рассчитывают на нее, и мы ничего не делаем. Вот вам волшебник изумрудного города. Все очень просто. Ну, возможно, с людьми нужно говорить именно такими образами, которые им проще и понятнее, потому что, к сожалению, такова реальность, и мы можем обижаться, не обижаться, мы можем сколь угодно пенять на то, что кто-то там глупее там, или что-то не понимает, но такова реальность социального организма. Я тщательно в себе ищу силы, которые позволят мне разговаривать со взрослыми людьми, как с 8-летними детьми, обиженными, расстроенными, но мне перед самим собой стыдно, что я вынужден. Потому что тогда общение превратится в следующее. Смотрите, друзья мои, вот такой жвачка для 4-летних. Я хочу вам сейчас рассказать, какой плохой дяденька Путин. Дяденька Путин, который хочет отобрать у вас игрушки и конфеты. Он думает вот так, вот так, вот так. Мы тоже глупые, потому что мы не строим домик, как поросята, строим из соломы, вместо того, чтобы строить из камня. И Путин придет, подует серый волк и все заберет. А дети такие начинают плакать, да, у них начинают брови супиться, они такие, а что ты нас обзываешь, проклятый сказочник? Я говорю, не, секундочку, но волк, конечно же, плохой. Я могу каждую фразу заканчивать, что Путин негодяй, подлец и маньяк, которого надо посадить Гаагским трибуналом, и Россия должна быть разрушена, но мне стыдно перед самим собой так вести разговор. Мне кажется, наивно, может быть, что это по умолчанию понятно, что человек, который принял единоличное решение, начал агрессию, убил сотни украинских женщин и детей, и там десятки тысяч военных, он по умолчанию плохой, что это не надо проговаривать, понимаете, да? Я обращаюсь к нам, потому что мы субъекты, а не Путин. Никакой бы Путин с нами бы ничего не сделал, если бы мы вели себя соответствующим образом. Но, понимаешь, разговаривая с людьми, постоянно говоря, что да, вы суперсубъекты, давайте возьмемся за ум, сердце и смелость, и наконец начнем соответствовать сами себе, а Путин плохой, каждый раз добавляя, ну, мне как-то неудобно, просто честно. Мне напоминает эту игру в плохой детский сад. Очень плохой. Короче говоря, нужно выходить из состояния 3 поросят. Я понял, как бы из этого спича. Нужно выходить из состояния 3 поросят. Нужно как бы выключить магическое мышление, которое предполагает, что большой Гудвин, как бы великий ужасный Гудвин, даст чудесные инструменты, которые на самом деле у тебя уже есть. Это, кстати, как раз очень, это доступная и понятная мысль, которую ты озвучил. Ну и, собственно говоря, все оно будет складываться. Поэтому вот Галина Картамазова пишет: Юра, как вы правы, именно потому что Леша видит все сверху, многие его не понимают. Пусть спустится на людской язык, чтобы ему поверили. И я думаю, я это понимаю, как бы, я думаю, что Алексей это понимает. И нужно Смотрите, просто... народ, Да. надо понять очень важную вещь. Не существует никаких плавных переходов. Или однажды ты начинаешь говорить со взрослыми людьми, как со взрослыми, потому что существует прямая логика. Если мы не будем говорить себе то, что есть, мы никогда не получим то, что хотим. Там вот так оно работает. Сущее есть должное. Принцип открытый еще древними греками, извините. Так вот, нельзя постепенно начать разговаривать со взрослыми, ответственными за свою судьбу людьми, переводя их из детского сада в старшие классы, потом в институт и так далее, и так далее. Или ты сразу начинаешь, тем более в критическом состоянии общества, говорить с ним, как оно есть, всю правду, вот как оно есть. Или отрезвление никогда не наступит. Ну, понимаете, вот одно из самых главных заблуждений даже думающих украинцев, они думают, что все эти фазы можно попробовать по очереди. Что сначала вот раз нету такого, у нас рак 4-й степени у страны и общества. 4 плюс,
Дело уже даже я думал, как назвать вот проект, ренессанс Украины, возрождение Украины. Реанимация, бляха, Украины. Мы полутрупы. Мы висим на искусственном питании, утыканной трубками наших партнеров, которые с каждым днем все меньше верят в наше излечение. Верят на уровне государственных планов, на уровне стратегий. О какой плавности вы хотите сказать? Вы хотите, чтобы врач вам врал в реанимации, врал вам постепенно? Или говорил, бегите в аптеку, покупайте лекарства, меняйте образ жизни, срочно нужно вот это, вот это, вот это? Или как в этом, в анекдоте знаменитом. Наша жена звонит с курорта, ну как там наша кошечка? Кошечка, когда упала на плиту и сгорела. А ты не мог бы постепенно подавать эту новость, что она гуляла, потом споткнулась. Я не готова сразу воспринимать такие события. Ну хорошо, хрен с ним с кошкой, как там моя мама? Ну как тебе сказать, сидит на полке над плитой. Понимаете, да? Вы серьезно хотите так разговаривать? Поздно. Так я с вами разговаривал 1,5-2 года назад, когда еще было время. Когда я еще в сентябре прошлого года, когда меня не пустили в страну обратно, я понял, что произошло в Вильнюсе и Вашингтоне, и начал говорить, что будет вот так. Я начал говорить постепенно, постоянно раскручивая маятник. А сейчас уже не время, народ, Новый год, в реанимации полутруп, на 3/4 труп, понимаете? И сползает вся эта реанимация в подвал, потому что нас уже ближе к моргу санитары мечтают перевести, что мы всех уже задолбали своей неадекватностью. Как еще вам плавно подавать информацию? Когда вы в морге окажетесь или что, все вместе? Волшебник. Тут уже водой надо обливать холодной, пощечины давать, чтобы как бы хоть искорка разума там где-то жизни, хоть осциллограф бы прыгнул и какая-то работа мысли началась. Но вы же взрослые люди, ну кого утешать? Вы что, не понимаете, что происходит? Не понимаю. Или как? Не понимаю. Кого там и как утешать? О чем утешать? Ваш ребенок, извините, ваш ребенок в реанимации, вы требуете, чтобы врачи вам врали. Вам квартиру продавать надо. Рукава закатывать и делать все, чтобы срочно достать деньги на операцию и так далее, и так далее. Вы хотите рассказывать, что есть очень много надежды, не все так страшно, так вы не успеете, он умрет. Просто, пока вы будете верить в эти сказки. Тяжелая эта ноша, и это нужно признать, и те проблемы, которые стоят перед страной, одними сказочками не исправить. Тут, я думаю, мы с тобой это прекрасно понимаем, и многие понимают, несмотря на то, что очень многие не понимают. И я думаю, что осилит ношу идущий. Вот мы уже как бы переходим к финализации. Давайте я скажу что-нибудь хорошее. Давай. Стань добрым волшебником на Нет, это тоже правда, только это как правда, это правда альтернатива. Вот одна альтернатива обозначена, теперь вторая. И та альтернатива правда. И правда то, что мы сами выбираем, по какой ветке мы пойдем. Украина после 34 лет развала и праздника вот этого мракобесия коррупционного, все еще гигантская страна с гигантским потенциалом. В первую очередь человеческим. Понимаете, ни от Зеленского, ни от Путина, ни от Трампа зависит, переключимся мы здесь или нет. И сможем мы реализовать свой потенциал или нет. Только от нас, только от нашего самостоятельного решения. И когда маленькая девочка в сказке из волшебника изумрудного города проявляет больше смелости и адекватности, чем огромное количество взрослых людей-украинцев, то это нехорошо. И не Путин с нами это сделал, и не Зеленский с нами это сделал, и не Трамп нас завел в эти ловушки, и даже не Фица с Орбаном. Мы сами с собой это делаем. Пусть 25-й год станет временем переключения. Все здесь и здесь. И никаких других вариантов. Ни Бог, ни дьявол не в состоянии у человека забрать свободу воли. Добрую волю или злую волю, направленную на конструктив или на беду, выбираем мы сами, больше никто. Поэтому хрен с ним с той реальностью. Хотя бы, я не знаю уже, хотя бы давайте выбирать, ну, я не знаю, добро в смысле, ну, буквально, вот меньше ресентимента в стиле «нам все должны». Даже этого микронного исправления, да, и нас все не ценят, нам все должны, микронного отхода от этой политики или глубокой внутренней установки, возможно, хватит Украине при ее потенциале, чтобы вывернуться из самой неблагонадежной ситуации. Давай выступим в роли Дедов Морозов, которые подарят подарочки для ЗСУ.
Поддержите сборы, которые есть у Алексея и у меня. У меня на 155-ю бригаду они попросили рэп на 213 тысяч. Я встречался с их командиром там и, в общем-то, решил поддержать. Молодой командир, 26-летний. И когда смотришь в глаза человеку, который в 26 лет каждый день принимает серьезные решения, то тяжело отказать, и я прошу вас поддержать. Я не думаю, что это такие огромные деньги, которые мы не можем закрыть. И у Алексея там на 500 000, по-моему, тоже сбор. Да, у нас тоже рэп 60-й бригады, там не очень молодой командир, но я тоже знаю его лично, поэтому все проблемы всех одни и те же. Дайте срочно рэп, иначе... Я не с командиром бригады общался, я общался там, условно говоря, с командиром, просто с командиром, там, да, который... Одним из командиров. Да, с одним из который в поле, там, да, юный командир. Бригада недавно сформирована. И вот нужно помнить, что эти люди позволяют нам обсуждать будущее Украины и позволяют прорисовывать траекторию выхода из той сложной ситуации, в которой сегодня находится Украина. Ну, давай, наверное, последние заключительные слова в этом году, во всяком случае у меня на канале. Вот, что скажешь украинцам? Не журуйтесь и меньше слушайте Арестовича. Все будет добро, все равно выкрутимся, победим, да, и все будет хорошо. По одной простой причине. Ну, потому что, как может быть иначе. Мы ж, понимаете, в сказках добро всегда побеждает зло, даже если у добра одна палка, а у противника 15 тысяч танковых дивизий. Все равно добро победит. Поэтому мы обязательно победим, это же совершенно очевидно. Аминь. Аминь. Друзья, спасибо за то, что смотрели нас на канале Арестовича и на обоих моих каналах. Я обещаю, что в следующем году вас ждет огромное количество интересных проектов. Мы сейчас начнем тотальную экспансию на иноязычные, так сказать, среды, поскольку HeyGen сделал фактически неограниченную возможность переводить все, что мы делаем, на языки иностранные. И я сейчас вот все новогодние праздники буду на свой польский и англоязычный канал заливать в том числе и эти видео, нарезочки, полные видео там и все остальное. Потом вы увидите новые гуманитарные проекты с нашей стороны. В 2025 году мы должны иметь новые инструменты, которые позволят Украине стать сильнее и мощнее. Поэтому смотрите за нашими эфирами. Еще раз огромное спасибо Арестовичу за то, что имеет смелость говорить неприятные вещи, а я имею смелость эти вещи транслировать, так же как и другие каналы, которые вы все знаете, где это происходит. И давайте еще раз постараемся быть смелыми и сильными в 2025 году. И мы обязаны ими стать для того, чтобы Да, мы обязаны ими стать для того, чтобы вырваться из вот этого всего дерьма, в которое закапывались 30 с лишним лет. Поэтому все будет доброе для тех, кто будет сильными, и пора ими стать. 25-й год, год змеи. Змея — это мудрость. Я сам в год змеи родился, поэтому я вам скажу, что я думаю, что к нам придет мудрость, по крайней мере, участие, хотя бы участие нашего, так сказать, великого народа, которая позволит нам выйти на твердый путь развития. На этом заканчиваем. Алексей, тебе огромное спасибо. Всех с Новым годом. Обнимаем, целуем. Алексей, Юрий, au revoir. Пока.